Ох, какие подсказки от высших сил вы сейчас узнаете, мои любимые мальчишки. Снова с вами Вика. Настраивайтесь на новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Конечно же, можете писать и по 100 комментариев для продвижения канала. Нужно, наверное, сделать конкурс, да? Кто сделает больше, вернее, не сделает, напишет комментариев, тому будет супер бонус, супер приз, да? А воздушный поцелуй. Ну хорошо, шутки шутками, ну погнали смотреть. Смотреть, в каких же вы энергиях. Настроение потрясающее. А ну-ка напишите мне, ребятушки, какое у вас сегодня настроение? Бодрячок или вы уже как-то подустали, грустно? Давайте сделаем, как всегда, наш опрос. Пишите, какое у вас настроение. Ну и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и для диагностики негатива телефон под видео. Для тех, кто не очень понимает, да, что это общий расклад, я делаю на этом акцент, чтобы не было никаких потом недоразумений. Да? Кому-то больше резонирует, кому-то меньше. Поэтому переворачивайте под себя информацию. Итак, смотрите, вы человечек, которому так хочется любить и быть любимым. У вас такая огромнейшая потребность именно вот в любви, в семье, да? Не в каких-то там девочках, однодневочках, не в пьянках-гулянках. Это вообще не ваше. Да, и я бы сказала, даже у многих никогда и не было вашим вот эти все вот направо, налево, да, вот. Нет, вот вы исключительно до мозга кости, вы семейный человек. Ну, как минимум серьезный, да. Вам даже, вот знаете, вам даже, опять же, у кого-то проиграется, что сейчас у вас, да, есть отношения, семья, у кого-то проиграется, что вы были, да, вот как бы семейным человеком. Когда вот у вас была, либо же есть сейчас семья, вы кайфуете даже от того, что вы главный, да, по крайней мере, вы пытались быть главным, добытчиком, такой вот, знаете, настоящая голова. Голова и глава семьи. Такая немножечко тавтология, но смысл вы поняли. Вы всегда стремились к тому, чтобы зарабатывать побольше денег, и причем зарабатывать не для себя. Вы старались заработать для любимой женщины, для детей, если они у вас есть, да, кто-то родителям помогал. То есть, ну вот вы все, что вы делаете для кого-то. Жаль, что не у всех это оценилось, потому что то, что я вижу, у кого-то из вас проиграется, что ваша семейная жизнь очень плачевно закончилась. Ну, то есть это такой самый больной вариант, когда обесценивается все то, что вы делали, да? То есть когда вы вкладывали в душу, это все обесценивалось. А для вас был такой кайф вот жить для других, да? Я вам даже скажу, знаете, какая информация мне сейчас идет, а вы мне напишите, ну, правда это или нет, резонирует у кого-то или нет. Вы как будто кайфуете от того, что, вот, ну, к примеру, да, я такой самый банальный пример приведу. К примеру, вы там женщине любимой, либо там детишкам своим, близким дарите какой-то подарок, и вы кайфуете от того, как они там сияют от счастья, да, от того, что, ух ты, получил такой клевый подарок, от которого, ну, я просто балдею, о котором я долго мечтал, да. То есть вы наслаждались, даже получали удовольствие от того, что близкие люди должны быть рады, должны быть счастливы. И, по крайней мере, вы старались это все делать. Понятное дело, что не все миллионеры, но тем не менее, даже рассчитывая на свои какие-то возможности, ну, вы из кожи вон лезли, многие, повторюсь, да, поскольку это общий расклад, чтобы сделать окружающих и в первую очередь близких людей счастливыми. Вы терпеть не можете конфликты, и я вам скажу, что люди, которые, как правило, ну, такие склочные, лживые, лицемерные,
они очень быстро от вас отпадают, ну, потому что вы как минимум видите этих людей насквозь, да, и вы стараетесь держать дистанцию, ну, чтобы они вас как бы в свою вот эту дерьмовую грязную пучину не затаскивали. Вы человек, которому был период, у кого-то он может быть сейчас, у кого-то был раньше, когда нужно было спасать вас. Нужно было спасать, потому что было хреново, было плохо. И опять же здесь завязана женщина. Но здесь с чистого листа, ребят. Это уже не первый раз у нас сигнификация. Здесь с чистого листа началась ваша жизнь из-за женщины. Причем состояние было такое, что нужно было спасать вас. Вот моральное состояние. У кого-то сейчас оно может быть, если вы недавно расстались. Вот эта карта, да, вот восьмерка мечей, она очень четко говорит, вот, спасите, помогите. Да, кстати, ребятушки, как вам мой маникюрчик? Класс, правда? Так, немножечко похвастаюсь, я ж девочка. Ну, что-то меня сегодня вообще классно так настроение штормит. Хоть бы никто не испортил, уже страшно просто. Вы любите животных, кстати, у многих из вас есть животинка. У кого-то котики, собачки, да, у кого-то рыбки, динозаврики. Но опять же, кто что любит. Вы очень человек гостеприимный. Но вот все постоянно крутится, вертится вокруг семьи. Вот семья, семья, семья. И такой, знаете, вот идет поток информации, что семья это главное, чем вы дышите, ради чего вы живете, да, и у кого вот рушится семья, а среди вас тоже такие есть, которые, ну вот на грани уже, да, на грани пропасти, еще один шаг и все, и расходимся. Так вот, вам, конечно, сейчас потребуется как раз помощь и близких, и друзей, родных, да, может быть, кому-то даже психолога помощь потребуется, потому что будет тяжело переносить состояние разрыва. Ну, я не буду повторяться, да, потому что семья для вас главное. Когда приходится рушить то, ради чего ты жил, но это очень-очень больно и это очень тяжело. Итак, мои хорошие, давайте-ка, чтобы вы не делали ошибок дальше, какие же подсказки вам сегодня преподнесут высшие силы, да, через меня, потому что я как проводник, Таро как инструмент. Понятное дело, что я буду сейчас рассказывать, да, а вы кому что подходит, переворачивайте под себя. Ну, смотрите, я сразу начну со здоровья, потому что здоровье это, ну, самое главное, что есть в нашей жизни. Смотрите, ребят, у кого из вас есть, ну, может быть, подозрение, что ну, какая-то болезнь обострилась, либо же вы заметили, что что-то не так со здоровьем. Вот вам нужно идти в больничку и делать обследование, ну, либо же хотя бы покажитесь врачу. Я не пугаю, да, я просто предупреждаю, а вы уже решайте сами, потому что здоровье, еще раз скажу, это самое главное. Лучше сходите к врачу, если нужно, сдайте какие-то анализы, да, вам подскажут, что делать, просто чтобы ваша ситуация, вот именно с этой болезнью, допустим, которая вас тревожит, но на которую вы так порой махнете рукой, да, мужчины как обычно, да, потом как-нибудь схожу, когда уже там чуть ли не прижмет, ого-го. Поэтому я вам советую, покажитесь доктору, кого что беспокоит. Кому-то очень полезно будет, кстати, сделать обследование, особенно те, кто давно не были у врачей, потому что я так вижу, многие из вас вообще как-то врачей обходят стороной, кто-то побаивается, да, кто-то не хочет, кто-то уверен в своих силах и думает, я здоров как бык. Ну, поверьте, иногда очень полезно даже для себя, ну, хотя бы какие-то элементарные анализы сдать. Поэтому будьте осторожны. Теперь, смотрите, среди вас есть те, кто очень сильно любят себя накручивать. Сам придумал, сам обиделся, сам потом страдаю. Это о чем говорит? Это не о том, что вы там плохие, либо слабые. Нет, нет, нет. Это говорит о том, что вы очень такой ранимый человек, вы очень такой чувствительный, такой сердечный, да, хотя внешность у вас, ну, по внешности не скажешь, что вы такой ранимый. Тем более, что вы за 7 печатями держите все свои дела, проблемы. Поэтому, ребят, вот прекращайте себя накручивать. Я вот обращаюсь к тем, кто очень любит это делать.
у кого это резонирует. Вы можете переживать даже о том, чего еще нет. Я уже как-то рассказывала не раз в своих видео, ну, если кто не слышал, да, может быть, новые подписчики, гости канала. Кстати, гости канала, которые ко мне регулярно заходят, и вас много-много тысяч, десятки тысяч, но почему-то вы не подписываетесь, да, вы приходите регулярно смотрите. Ну, так нечестно, ребят. Вы либо подписываетесь, либо я буду обижаться. Так вот, смотрите, прекращайте себя накручивать, потому что если будете и дальше такими вот делишками заниматься, вот обижаться по пустякам, да, реально подорвете свою и психику, и нервы. Они у вас сейчас у многих находятся, ну, в таком плачевном состоянии. Ну, не совсем в плачевном, я уж не буду вас пугать. Но у многих, я повторюсь, у многих, конечно же, это будут разные причины, ваше нервно-психическое состояние очень сильно подорвано. А если вы будете и дальше продолжать себя накручивать, думать, что а вдруг вот завтра я выйду, и там что-то на голову упадет, да? А может быть мне не выходить на улицу? Ну, понятно, я сейчас утрирую, но ваша повышенная тревожность – это ваш большой враг. В первую очередь враг для вашего здоровья. Поэтому, ребят, не накручивайте себя. Далее, что еще вам высшие силы передают? Кстати, ребят, боже, у меня сейчас мурашки прям начинают бежать. Вот как будто через себя это пропускаю. Будьте внимательны в ближайшее время, но опять же, у кого-то раньше, позже, к вам в гости придут ваши ушедшие предки. Ну, в каком смысле придут? Они придут, конечно же, так беззвучно, тихонечко, но вы можете это почувствовать. У кого-то может быть ощущение, что к вам кто-то невидимый прикоснулся. Кто-то, может быть, реально вот как будто наяву увидит силуэт, да, вот какого-то человека. У кого-то, может быть, ну, будут, опять же, у каждого будут свои разные ощущения. Я, к примеру, вот привожу несколько. Бывает, как будто ветерок пролетел, да, вот при закрытых окнах. Так вот, знаете, что ваши близкие, причем кровные такие вот предки, они к вам придут перед каким-то важным для вас событием. Понятно, у каждого это событие будет свое, но знаете, вот когда вы это увидите, либо почувствуете, ну, будут какие-то очень серьезные перемены в вашей жизни. У кого-то, может быть, работа поменяется, кто-то, может быть, встретит женщину своей судьбы. Просто имейте в виду, да, что ну, не просто так они приходят, ну, прям так явно, чтобы их было видно, может быть, слышно, да. Кстати, можете написать в комментариях, может быть, уже к вам приходили, да, вот были случаи, когда перед каким-то важным событием, это могут быть как хорошие, как и так и не очень хорошие события, когда приходят умершие. Далее, ну, конечно же, среди вас есть те, кто очень хочет заняться своим делом, но по какой-то причине то ли боится, боитесь вкладывать деньги, может быть, кто-то не нашел еще достойного компаньона, либо же человек, с которым вы хотите начать, ну, друг, к примеру. Ну, может, вы даже не очень-то доверяете, да? Я вот думаю просто, сколько людей, да, вот, ну, были такие многие истории, когда вроде бы два друга начинали заниматься одним бизнесом, одно дело начинали, и потом эта дружба куда-то улетучивалась. Это тоже может проиграться у кого-то из вас, да, вот такие мысли, что вы боитесь потерять дружбу, да, потому что, ну, там, где денежки, тем более, если это довольно большая сумма будет замешана, может быть конец дружбе. Ну, то есть, я вам скажу, что, в принципе, кто из вас, ну шикардос просто, кто из вас планирует, да, вот это вам, это все не я, это все советы, ребят, просто кому что подходит. Кто из вас планирует начать свое личное дело, вы можете не сомневаться. У вас очень успешная, удачная
карта выпала в этом плане, да, то есть это удачный период, это хороший, надежный друг, либо же компаньон, да, с которым вы хотите это делать. Ну, то есть это будет такой тандем, и прибыль будет, ну, шикарная. Вот классно все пойдет, как по маслу. Далее, у кого-то из вас откроются глаза на женщину, которая рядом с вами. Но это скорее будет касаться тех, кто сейчас находится в токсичных отношениях, да. Вот вы себя почувствуете как слепым котенком. Как я мог это не видеть? Почему я этого не замечал? Вот какое-то «г», простите за мой французский, вот оно как-то вылезет. Причем очень и очень так некрасиво может вылезти. Либо же узнаете какой-то секрет, который просто вас отрезвит, да. Кто-то, может быть, за руку на измене поймает. Ну, то есть это будет такое тотальное разочарование в своей женщине. Ну, это, опять же, я повторюсь, это те, кто давно живут и причем не в очень хороших отношениях. Далее. Ну, ребят, я сейчас скажу вообще то, что мне очень нравится, я думаю, вам понравится. У вас идут кардинальные перемены. Смотрите, ну, это подсказки, да, для тех, кто сейчас отчаялся, опустил руки и махнул рукой на личную жизнь, что все, ничего не будет, никому не верю, одни враги вокруг, да, и ничего не хочу. Так вот, ваша жизнь круто поменяется. Вот сейчас вы можете быть в таком плачевном, в траурном настроении, но все очень быстро поменяется, и вы возьмете ситуацию в свои руки. В вашей жизни появится женщина, с которой вы сможете и семью создать, и кто захочет, детишек может пустить на свет, так скажем, да. Очень сильная трансформация в вашей жизни, очень сильная. Финансовый успех. Это я сейчас спешу успокоить тех, кто, может быть, сейчас в каких-то кризисных моментах находится, да, по деньгам. Вы вырулите, причем очень неожиданно, либо же работа найдется, может быть, кто-то посоветует, куда обратиться, да. Это будет в период, когда вы уже, может быть, даже отчаетесь, да, что вот не могу найти работу, либо же все не подходят, либо же зарплата не подходит. Очень неожиданно найдется работа, которая будет и по душе, и которая будет приносить довольно неплохие финансы. Поэтому не упустите, не пропустите это место. Но я думаю, все-таки вы пойдете туда работать, не пропустите, потому что это нереально. В любом случае, ваше финансовое положение должно улучшиться. Далее, хорошенечко профильтруйте свое окружение. В вашем окружении есть человек, который, ну, мягко говоря, не очень хорошо к вам относится. Есть некая выгода от вас. Этот человек может быть где угодно, на работе, там, по соседству, у кого-то, может быть, это ваша женщина. Ну, то есть вам подскажет интуиция, которая у вас довольно сильно развита. Обратите на это внимание, потому что человек гнилой такой. Так, еще. Ну. Даже больше не буду вытаскивать карты. Смотрите. Ну, конец вашей такой вот переживательной, страдательной жизни. Может быть, и нет таких слов, да, переживательная, страдательная, но тем не менее мне так классно и, в принципе, слух не режет, да. Тем более я сегодня в таком классном настроении, поэтому если я даже что-то не так сказала, я думаю, вы меня простите. Кстати, кто-то из вас даже бросит дружить с рюмочкой чая, особенно если вы сейчас, вот, допустим, в таких энергиях, когда отчаялся, да, когда нет смысла двигаться дальше. Вот вы это бросите, пагубное дело. Кто-то уйдет с головой в работу, ну, то есть вы себя вот силой воли возьмете в руки, кто с рюмочкой дружил, вы поймете, что да, ну, сильные мужчины так не делают. А слабаком быть, ну, как-то не по приколу, правда? Поэтому кто-то уйдет в работу, кто-то из вас из этого состояния, кстати, уйдет в новые отношения. То, что они у вас у многих поменяются, это факт. Те, кто сейчас уже в отношениях, да, допустим, вы встретили свою женщину,
Вот не упустите ее. С вами довольно классная такая достойная женщина. Вот если вы вот недавно, ну, относительно недавно познакомились, вы уже чувствуете, что это ваш такой близкий, родной человечек, с которым вам классно, кайфово, да. Вы, может быть, и побаиваетесь думать про женитьбу, но тем не менее вы понимаете, что тянет все больше и больше. И все-таки, я думаю, многие из вас дойдут до брака. И неважно, гражданский брак, либо же нет, но это будут серьезные отношения, причем судьбоносные. Знаете, здесь будет такой тандем, когда еще проявится ваша бывшая. И чтобы она не ставила вам палки в колеса, когда вы начнете чувствовать себя счастливым в новых отношениях, да, вот я бы вам советовала деликатно ее так куда-то отправить восвоясь. Я не говорю посылать, да, но мы же культурные. Поэтому, чтобы она вам не ставила палки в колеса, просто из зависти, да, вот это касается тех, ну, если вы не так далеко, может быть, с бывшей живете, там, в одном городе, если она, допустим, каким-то образом через знакомых ваших общих может мониторить, да, как вы живете. То есть вот у нее как будто либо чуйка сработает, либо же ей на ушко шепнут ваши такие доброжелатели общие, что вот он познакомился, у него такая женщина классная. Так вот, чтобы она не ставила палки в колеса, вот как-то постарайтесь решить этот вопрос, чтобы она просто, ну, не отравляла вам жизнь. Потому что вы знаете, что там такая дама, она может сделать все, что угодно. Поэтому вот такие пироги, ребятушки. Давайте, кто самый стойкий, посмотрим сейчас совет карт, да, кто досмотрел до конца, мужественно так. Сейчас возьмем другую колоду. Я, как Маша Растеряша, сегодня забыла сразу приготовить. Ну ничего. Итак, давайте... Что же вам еще посоветуют Таро? Ну, я даже не хочу больше... Ребят, ну, мне прям до мурашек. Я настолько вот искренне за вас рада. Вы посмотрите, у вас все равно семья, новая императрица, любовь. Вы представляете, что вас ждет? Это будет актуален совет для тех, кто в первую очередь опустил руки, кто не верит в любовь, кто уже поставил крест вообще и на личной жизни, и вообще на своей жизни. Так вот, вы только взгляните, да, вот что вам карты как бы предрекают, советуют, да, что ты будешь счастлив. Не пропусти свою любовь, ты будешь счастлив. Ты встретишь женщину своей мечты, она станет твоей императрицей. А императрица – это женщина обычно, либо же мать семейства, это жена, да. Поэтому, мои хорошие, счастье только впереди, все только начинается. Ну и кому понравился сегодняшний расклад, пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем покусики!